Команда канала «Авто за кордон зимой и летом» приветствует всех друзей, знакомых, подписчиков и просто зрителей с наступлением нового 2021 года. Но поскольку этот год непростой, принимайте приветы от предыдущих лет, когда «Авто за кордон» действительно был за кордоном. Многие люди проводят 1 января каждого года традиционно. Ложатся спать уже под утро после обильного стола и просыпаются под вечер, чтобы посмотреть телевизор. Для нас же день 1 января последних лет был необычен, так как мы проводили его в дороге в разных странах. Лайфхак. 1 января на дорогах очень мало машин, а в туристических местах нет толп туристов. В качестве новогоднего подарка предлагаю вам выбрать, а какой из посещенных нами в январе стран вы хотели бы узнать подробнее. Мы будем рассказывать вам об этих странах, пока новые путешествия не станут возможными. 2014 год стал для Украины особенным. И мы, как и многие наши киевские друзья, встретили Новый год на Майдане. Первого января 2015 года мы провели на севере Африки, в Тунисе, по дороге из Бизерты до Хамамета, проехав 320 километров. Суровая Африка встретила нас сначала дождем и градом, а потом снегом. Посмотрите, как выглядят остатки античных построек вместе с кактусами и снегом. А то, что Новый год, он и в Африке Новый год, демонстрируют снежные африканки. В Тунисе мы побывали в разных местах и увидели много интересного. Археологические раскопки, пустыни, оазисы, пляжи, места съемок «Звездных войн». Мы забрались так далеко, что пришлось жить в пещерах. Да, как-то мы сюда заехали. Будем рады обо всем этом вспомнить и вам рассказать. Интересно? Пишите в комментариях. Тунис. Новый 2016 год застал нас в Турции, в которой тоже неожиданно выпал снег. 31 декабря пришлось откапывать машину из снега. А потом не работал стеклоочиститель, потому что вода в нем замерзла. 1 января мы выехали из Анкары и гуляли по льду Соленого озера. Проехав 300 километров за день, мы добрались до Каппадокии, которая специально для нас была покрыта снегом. А дальше мы двигались к Средиземному морю, к теплу, чтобы стеклоочиститель наконец оттаял. Попросили хорошую погоду, пожалуйста, хорошую погоду. И уже через несколько дней ходили босиком в Памуккале. Много километров обворожительных пейзажей и экзотических мест.
Голосуйте в комментариях за Турцию. Бог с ними, с этими фотографиями. Нам бы выехать отсюда. В канун 2017 года мы спешили добраться из Марракеша в Эссуэйру, но нас остановил вежливый марокканский полицейский и сказал по-французски: Мадам, здесь ограничение 100 километров в час. И в ответ на мое удивленное выражение лица добавил: А вы ехали 108. Бон-ани! С Новым годом! А 1 января мы доехали до Агадира, 180 километров за день. Купив по дороге местных бананов. В Агадире мы совершили новогоднее омовение ног в Атлантическом океане. Через несколько дней о том, что наше путешествие проходило зимой, нам напомнили местные обезьяны. Обезьяны на снегу, смотрите! И мы их за это угостили мандаринами. На нашем канале уже есть 4 фильма об удивительных впечатлениях от Марокко. Но будем рады рассказать еще больше об этой сказочной стране, в которой есть и горы, и ущелья, а также удивительные города и потрясающие морские пейзажи. Голосуйте за Марокко! Через год, в начале 2018 года, мы оказались совсем недалеко от Марокко, в Португалии. Эта страна, будучи также возле Атлантического океана, может иметь в январе самую разную погоду. Там мы двигались сквозь туманы, за которыми не было видно достопримечательностей. Ехали под проливными дождями. Ну и забирались в море на пляже. 1 января мы путешествовали в горах. От Бельмонте через Монсанто до Марвау. Мы проехали за день 220 километров, иногда забираясь выше облаков. Города Португалии, такие как Порту, Шавеш и другие, старались создать для нас праздничную новогоднюю атмосферу. Но наиболее сказочным оказалось проживание на Старой Мельнице. Эту страну мы тоже проехали почти всю, с севера на юг и обратно. И очень хотим о ней рассказать. Голосуйте за Португалию! Спустя 12 месяцев, новый 2019 год, мы встретили в соседней Испании. И убедились, что над всей Испанией безоблачное небо. Не в пример Португалии, на которую обрушиваются штормы Атлантики. В Испании мы не только праздновали, но и знакомились с достижениями естествознания. Например, в Валенсии мы посетили город искусств и наук, в том числе океанографический парк. 1 января мы проехали 350 километров от Торревьехи, по дороге забравшись на очень крутую гору замка де Лорка. до Гранады. Но Новый год можно встречать и под безоблачным небом, если есть елки самых разных цветов. Посмотрите, какие елки украшали улицы Ронды и Сарагосы. В Испании мы тоже проехали много километров. От северной до южной оконечности.
А на обратном пути заглянули в Андорру и готовы поделиться впечатлениями. Вива Испания! Голосуйте за Испанию! В начале 2020 года мы снова оказались совсем недалеко от Туниса. На Мальте. Там невозможно было проехать так много километров, как во всех предыдущих странах, но интересных мест оказалось никак не меньше. Что творилось в канун Нового года на Мальте, вы уже могли увидеть в нашем фильме. 1 января на северо-западной оконечности острова Мальта штормило, и мы ждали у моря погоды, чтобы посетить соседний остров. И в последующие дни нам удалось увидеть и заснять еще много интересного. Например, на острове Коза мы оказались на празднике 3 царей. И для нас в пустом соборе играл орган. Вы тоже можете услышать эту музыку в нашем фильме «Агоза». Голосуйте за Мальту! Мы надеемся, что 2021 год будет для каждого из вас лучше, чем 2020. Будьте здоровы и берегите себя. А мы постараемся каждое воскресенье, как и прежде, рассказывать вам об удивительных городах и странах, у которых есть чему поучиться. Ваши гиды Татьяна Андреева, И Константин Красовский. канал «Авто за кордон зимой и летом».